Так, выиграл я Audi Q7 на аукционе Манхайм. Аудюшка бомба, 7 владельцев. Вот стоит наша Кьюха. Они сливают бензин. Это, блядь, там большая мафия, как и в любой другой организации. Без бензина, без ничего оставили. Машина приобрела совершенно другой вид. Этот Audi Q7 это тот же уровень, как и Range Rover. Во всем в другом это очень бедный по комплектации автомобиль. Вообще ничего нету. То есть люди, которым такие автомобили нравятся. Сейчас едем за Audi, которую я купил на аукционе, и от которой, к сожалению, нельзя отказаться. Купил я ее за 28 тысяч. Так, выиграл я Audi Q7 на аукционе Манхайм. У машины 55 тысяч пробег, но когда я ее выиграл, я только потом увидел, что у машины 7 хозяев. Я машины больше 3 хозяев вообще не беру. Там что-то неправильное происходило. Там я посмотрел по HPI чеку, что даже один был клиент, который машиной владел 1 день. Это 2 варианта. Или какая-то ошибка, или просто машина сломалась, вернули. Короче, от машины отказаться только можно в одном случае, вам закрывают аккаунт. Все, тогда вы отказываетесь от машины, и все, до свидания. Это такой самый жесткий, грубый такой способ кидалова. Такой, как бы я не хочу, этот аукцион мне приносит деньги, кормлю свою семью, типа, благодаря этому аукциону, поэтому придется ехать покупать. Сумма небольшая, 28 тысяч, это Audi Q7 21 года, синяя, стоят неплохие диски, там диски, мне кажется, 21-22. Только диски дают какой-то более-менее вид этой машине. Короче, машина стоила 28 тысяч. Наверх этого идет фи 840 фунтов, потом 42 фунта за то, что я играл-то на аукционе в онлайне, а не присутствовал физически. Потом идет Sure Check Silver, то, что машину делали проверку, типа у нее статус Silver, это 31 фунт. И потом 4 фунта какой-то чекпоинт. И, короче, в итоге набежало 28 910 фунтов. Вот такая вот сумма набежала. У машины продажная цена 34-35. Но я понимаю, что с таким количеством хозяев я никогда такую машину не продам. Но чтобы оставить свой аукцион живым и не кидать, и не закрывать его, мне придется покупать эту машину. Поэтому сейчас мы едем на аукцион. Оставайтесь с нами, смотрите ролик до конца. Сейчас едем забирать Audi Q7. Стас. Что, едем забирать аудюшку сейчас? Едем. Аудюшка бомба, 7 владельцев. Ты снова на азарте просто был. Да. Я смотрю, Ты снова адреналина хотел. Да я уверен, что просто сидят какие-то люди, 100% работают какие-то засланные казачки, короче, и сидят также и набивают цену. 100%. Это чисто. Конечно. Это 100%. Это, блядь, там большая мафия, как и в любой другой организации. Все хотят бабки. У машины был провижнал. Провижнал, значит, то, что ее еще не подтвердили, но быстро согласились ее продать мне. А вот если аукцион не хотел бы продавать, он мог... Сколько раз такое было, что ты ставишь ставки, и потом вдруг кто-то просто убирает эту машину с аукциона. То есть я уверен, что у кого-то есть какие-то контакты с какими-то вот большими должностями, кто занимает в аукционах, и просто машину с аукциона могут снять вообще без каких-либо причин. То есть, а здесь мне его сказали в условиях: если не хочешь, не плати, но мы закроем тебе аккаунт, если хочешь, заплати, сейчас 29 тысяч, и если не хочешь продавать свои стоянки, то тогда мы поможем продать тебе обратно на аукционе, но это она будет, машина квалифицироваться не как от какого-то как компании, а как от частника. То есть мало кто захочет покупать машину от частника, потому что, как правило, частники всегда какой-то хлам скидывают на аукционы. Поэтому сейчас поедем забирать ее, придется продавать со стоянки ее. Может быть, на самом деле не так все плохо, как вот я уже все драматизирую. Да, 7 хозяев, но как есть, так и есть. Поэтому сейчас мы получим и едем на аукцион в Колчестер. Аккаунт нам разблокировали, машина стоит где-то здесь. Я так понимаю, что здесь стоят машины, которые люди не заплатили вовремя, с опозданием. Такие все пылюги, смотрите, сколько не стоят здесь, никому не понятно. Сейчас спросим работника, здесь снимать нельзя. Работник сказал, что машина стоит вообще вон в тех дебрях. Да, здесь, скорее всего, стоят машины, которые люди вовремя не заплатили. Они ставят такая штрафплощадка, плюс они берут еще 40 с чем-то фунтов в день за сторидж. Видите, машины все в пыльные, наверное, дождь был. Вот где-то здесь стоит наша аудюха. Я очень-очень надеюсь, что с ней все в порядке. Потому что, как я уже говорил, 7 хозяев. Последний хозяин был год. Ну, как бы, год это нормально. Повладели, покатались, что-то поделали и поставили продавать. Вот она, вижу. Еще на таких номерах. То есть эти номера стоят на машине. Вот стоит наша Кьюха. Ну что, как вам? 7 хозяев. Открывается. Ну, состояние визуально не такое уж и плохое. Сзади даже климата нету, приколите. Нету климата, нету панорамы, но комплектация очень бедненькая. Ладно, короче, что есть, то есть. Не все так страшно, как я думал. Состояние, смотрите, состояние для 7 хозяев очень-очень достойное. Сейчас заведем. 0 миль.
Здесь ребята на аукционе все выкатали. Ну, вроде пока все работает. Сейчас мы на ней выйдем. При выезде нужно давать бумажку. Человек всегда проверяет багажник. Я уже говорил, для чего не проверять багажник. Багажник работает. Так, проверили багажник. Вроде все люк. All good? Вот забрали машину. Первое впечатление. Пока что не жалею. Все работает. Кондиционер работает. Line Assistant работает. Wireless Charger поставили, заряжает. Сейчас мы едем на заправку. Уже бензина вообще никогда на аукционах не оставляют. Знаете, что они делают? Они сливают бензин с машины, сколько я помню, слышал. И на каких-то они вообще продают чуть ли не в 3 раза дороже. То есть вот такой бизнес. Слились с другой машиной и вам продали же. И если вы приезжаете, вот смотрите, на этой машине вообще нет бензина. За машину заплатил 30 тысяч фунтов, это там 35 тысяч долларов. Без бензина, без ничего оставили. Ну ладно, это все мелочи. Ну, все равно, как бы осадочек остается, покупаешь машину за такие деньги, хотя бы могли чуть-чуть и залить. Ладно, суть в том, сейчас мы едем на заправку, зальем топки, потом приедем на работу, и я вам покажу ее в каком состоянии, и вот жалею я, что не купил или не жалею. Может быть, действительно, все мои переживания были лишние. Так, закончил я практически подготовку Audi Q7, которую я купил на аукционе. Сейчас вам скажу, что я сделал, что еще осталось сделать и сколько мне все это обошлось. Как вы помните, диски были в ужасном состоянии. Полностью восстановил диски. Здесь нужно будет купить передние 2 колеса. Сделал диски, смотрите. У машины совершенно другой вид. Диски очень много что решают. Здесь была царапина. Здесь я сделал Smart Repair. Приехал чувак на ванне, сделал. Дальше. Здесь пластик был разбитый. Вот эта часть и вот эта нижняя такая полугуба. Это, кстати, все в Audi стоило очень дешево. Я еще удивился. 80 фунтов я заплатил за 2 детали. Машина приобрела совершенно другой вид. Посмотрите. Очень красивый цвет. 22-е колеса, они, конечно, решают. Что осталось сделать? Осталось поменять передние и задние тормозные диски с колодками. Заказать 2 передних колеса. Все, машина готова. Сейчас я вам расскажу, сколько это стоило. Так, сейчас пробежимся. Машина обошлась мне на аукционе. Вроде казалось 28 тысяч, на этом все. Да? Оказывается, что нет. 28 плюс фи, 28 900. Заказал пластиковые насадки на бампер. 80 фунтов. Сзади сделали Smart Repair на бампер. 120 фунтов. Тормозные диски, колодки, перед и зад. Это я еще купил по дешевке на eBay за 600 фунтов все вместе. Передних 2 колеса, 185 фунтов. И то это колеса не премиальный, а средний класс. Labor 120. Это вот мне нужно будет заплатить Стасу, чтобы поменять передние, задние тормозные диски. И восстановил диски 350 фунтов. То есть мне вышла машина 30 350 фунтов. А купил я ее за 28 900. То есть вот уже на ровном месте я вложил столько. Я считаю, что это небольшая сумма. Вот. Это просто такие косметические расходы, которые, к сожалению, требуются при покупке автомобилей. Вот. Машина готова к продаже. Я хотел вам сейчас не то что сравнить, рассказать. Вот люди говорят, Range Rover, непрактичная машина, 5-10. Но смотрите, этот Audi Q7 это тот же уровень считается, как и Range Rover. Не Range Rover Sport, а вот именно Range Rover. Я говорю про большой Range Rover, чтобы люди не путали. Это 7-местная машина. К сожалению, Range Rover нет 7-местных, насколько я знаю. Так вот, это считается класс Range Rover. Ну, так условно, по габаритам. Но то, что предлагает Audi, это и близко не стоит никакому Range Rover. За 30 тысяч, это что нам машина чуть обошлась мне, она в рекламе стоит 34 500, да, 900. Что конкретно предлагает этот автомобиль? Да, в принципе, ничего, кроме 22-х дисков и кожаного салона. Во всем в другом это очень бедный по комплектации автомобиль. Очень бедный. Но посмотрите, да, здесь стоит новая система. Есть Wireless Charger, Apple CarPlay, камера. Здесь вы можете вывести навигацию. На этом все. Нету ни Ambient Lights, ни премиальной музыки, ни обдува сидений, ни подогрева руля, ни люка, ни хедапа. Вообще ничего нету. И это конкретно я говорю про этот автомобиль, но, как правило, эти Audi Q7, они очень бедные по комплектации. Скорее всего, может быть так в Англии или такие мне податься. Чтобы более-менее купить нормальную Q7, нужно брать SQ7 или SQ8. Все. Простые Q-шки, они по комплектации очень бедные. Мне еще повезло, что у меня попалась еще и кожа. Но вот смотрите, даже панель, я уже не говорю про панель, то она тупо пластиковая. Здесь все пластик. Здесь этот замш они уже делают фиг знает сколько. То есть, если вы хотите каких-то премиальных материалов, то это однозначно Range Rover. Кто бы что ни говорил, но это лучший автомобиль в своем классе. Ему просто нету равных. Может, как его Rolls-Royce, Cullinan или Cullinan, как правильно говорится.
Поэтому я считаю, что нужно быть фанатом Audi, чтобы купить Audi. Да, машина визуально выглядит неплохо. 22-е диски, красные, суппорта делают вид ее плюс-минус нормальный. То есть люди, которым такие автомобили нравятся. Но 35 тысяч, я считаю, что такая цена, ну, я бы лично взял бы что-то другое. Но это лично я. Вид визуально большая, такая машина семейная. Она очень мягкая, очень просторная. Но смотрите, сзади даже нету климата, нету KLS. Ребята, 21 год, нету KLS Entry. Поэтому, если вам это видео понравилось, ставьте лайк, комментируйте. Если вас заинтересовал этот автомобиль или другие, обращайтесь в Markston Motors. Вся информация в описании. Всем спасибо.